Готовлю тонкие блинчики с яблоками. Покажу рецепт теста для блинчиков. 3 стакана на кипятке. Как я готовлю яблочную начинку. Как ее завернуть в блинчик. И дам несколько советов по приготовлению блинчиков. Беру 3 яйца комнатной температуры. Добавляю пол чайной ложки соли, пакетик ванильного сахара или на кончике ложки ванилина, 1,5 столовые ложки сахара. Можно и 2, и 3 ложки, если хочется послаще. И хорошо перемешиваю миксером. Можно просто использовать венчик, но миксером быстрее. Добавляю 200 грамм муки. Это 1 стакан объемом 300 мл. Сначала перемешиваю венчиками, не включая миксер. Так при включении миксера мука не разлетится во все стороны. А потом включаю миксер и замешиваю густое тесто. И затем постепенно в несколько приемов добавляю стакан слегка теплого молока. В той же чашке и столько же по объему, сколько и муки. Добавила, перемешала, добавила, перемешала. Из густого теста делаю жидкое. В тесте, приготовленном таким способом, не будет комочков. А теперь в тот же стакан, в ту же чашку наливаю столько же по объему, как муки и молока, только что закипевшей воды. И размешивая миксером, постепенно добавляю кипяток в тесто. А вы на канале готовим с вами вместе. Собираю брызги теста с краев миски. А теперь в тесто добавляю 3 столовые ложки любимого рафинированного растительного масла. Перемешиваю и даю постоять хотя бы минут 30. Чем дольше тесто постоит, тем больше в муке разовьется клейковина, и блинчики будут выпекаться лучше. А теперь подготавливаю начинку из яблок. Яблочки очищаю от сердцевинки и кожуры и нарезаю маленькими кусочками. Можно натереть на крупной терке, а мне нравится больше кусочками. Здесь у меня одно большое яблоко. На сковороду отправляю кусочек сливочного масла, грамм 10-20. И когда масло растаяло, отправляю к нему яблоки. Перемешиваю и добавляю сахар. У меня это 1,5 столовые ложки, так как яблоко у меня больше кислое, чем сладкое. Перемешиваю с сахаром и даю немного протушиться на среднем огне. Яблочки выделяют сок, а потом сок испаряется. Пробую кусочек яблока на готовность. Мне нравится, чтобы яблочко слегка подхрустывало. Половину начинки убираю со сковороды в другую тарелку, а к оставшимся яблочкам добавляю немножко корицы, 1/3 чайной ложки. Перемешиваю на сковороде и также отправляю в другую тарелку остывать. А за это время тесто настоялось и можно выпекать блинчики. Сначала сковороду надо очень хорошо разогреть, буквально до дымка. Затем смазать растительным маслом, еще раз перемешать тесто. И чтобы блинчик получился тоненьким, тесто надо наливать немного, только так, чтобы прикрыло сковородку. Покачивая сковородкой, чтобы тесто распределилось равномерно. Я сковородку растительным маслом смазываю перед каждым блинчиком. Блины надо выпекать не спеша. Огонь под сковородой средний или ниже среднего. С первой стороны блинчик печется до 5 минут, со второй стороны минуту или 2. Если хочется печь быстрее, то можно освоить технику и выпекать блинчики на 2, а то и на 3 сковородках. Блинчики со сковороды удобно снимать широкой лопаткой. Если сковорода действительно хорошо разогрета, а блинчики плохо снимаются со сковороды, то можно попробовать добавить еще ложку растительного масла или столовую ложку муки, но тогда очень хорошо перемешать тесто и дать еще тесту постоять час или 2. Или просто дать тесту еще немного постоять, вплоть до того, что накрыть и поставить в холодильник до завтра. А завтра дать тесту нагреться до комнатной температуры. Тогда выпекать блинчики. И очень много зависит от самой сковороды. К любой сковороде надо приноровиться. Готовые блинчики на тарелке мне нравится накрывать еще одной тарелкой. Так они дольше остаются горячими и как бы еще доходят. Такие блинчики сами по себе очень вкусные.
По рецепту 3 стакана на кипятке они получаются тоненькие, очень нежные и эластичные. А яблочная начинка уже остыла, и ее можно заворачивать в блинчики. Можно просто яблочки на блин выложить дорожкой и блинчик с яблоком завернуть трубочкой. Вот так. Очень просто. Можно трубочку сделать более интеллигентной. Также яблочки выложить дорожкой на блин, заворачивать блинчик трубочкой, подворачивая бока слева и справа. А можно просто яблочки выложить на блинчик и блинчик завернуть треугольником. Так очень удобно макать в сметану. Конечно, блинчики можно завернуть конвертиком. Начинку на середину блина сначала завернуть с одной стороны, потом по краям слева и справа. Все это еще раз завернуть. Вот такие вкуснейшие, тонкие и нежные блинчики получились у меня с яблоками. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!